Итак, дорогие друзья, дарю вам второй ритуал денежный. Если очень срочно нужны деньги, как быть в этой ситуации? Вот определенная сумма, она в принципе реальна, но никак не идет, опаздывает, и вам вот срочно они нужны. И как поступить? Э, Поделюсь с вами определенным ритуалом моей прабабушки. Но этот ритуал именно в том смысле, в котором я знаю, по частям знаю, честно говоря, потому что эм, как-то оно до меня дошло частично. Я не совсем тогда запомнила, что там говорилось, но запомнила действие. И я, скажем так, приспособила этот ритуал к русскоязычной публике. Для более так европейской публики, для публики, которая поймет лучше, если я эти слова как бы по-своему вам передам и в традициях северной магии. То есть прибавлю эту северную магию к тем знаниям, которые я получила. Это такой ритуал, такой обычай, такой обряд есть у многих народов. Скажем так, плюс-минус. То немного по-другому делается, то именно так делается. Но заговорные слова не везде можно найти, и не везде они рабочие. Поэтому я решила вот по традициям Кавказа, Закавказья, то, что я увидела у своей прабабушки, я считаю, что это можно назвать ее ритуалом, поскольку это я у нее узнала, что нужно делать и каким образом. И, естественно, добавила свои знания и дарю вам этот ритуал, если срочно нужны деньги. Хочу вам сказать, что вот, насколько я помню, делала такое и моя бабушка. И я помню, что деньги, которые были нужны, приходили в семью. Это я после, через много лет, когда уже была взрослым человеком, начала анализировать, вспоминать, что и как делалось, и поняла, что вот после того, как она проводила такое, деньги приходили. Нужно взять круглый хлеб. Ну, подходит лепешка, лаваш, но круглый. Берете круглый хлеб и оставляете этот хлеб весь день на огне, чтобы этот хлеб высох, прям хорошо высох до такого нужного состояния. Потом этим хлебом нужно кормить птиц. Не куриц своих, а выйти и кормить птиц. Не на кладбище, воронов кормить нельзя. Ну, я даже не знаю, где у вас. Может, кормушка какая-либо есть. Ну, в общем, этим хлебом нужно кормить птиц. У нас обычно ставили наверху, и птицы клевали. Приходили, все это забирали. Можно этот хлеб разрезать, можно этот хлеб разломить, чтобы птицам было легче съесть. И не обязательно ждать птиц. Вы говорите над этим хлебом 12 раз, отворачиваетесь и уходите. Хлеб оставляйте там. Через некоторое время у вас появится, срочно появится сумма денег. Может больше, может чуть меньше, чем вы просили, но в любом случае вам хватит на то, что вы хотели. Вот вы хотите какую-то покупку совершить, и вам срочно нужно на эту покупку найти деньги. Вот вы этот ритуал можете провести. И эти деньги найдутся за короткое время. Слова заговора такие. Пернатые, клювастые, примите мой позастен, а взамен дайте денег, золотом наградите, карманы деньгами набейте, осыпьте серебром, озолотите мой дом. Заклято. Еще раз, позастен – это как пожертвование, как, в общем, угощение, что-то в этом роде. Откуп. Пернатые, клювастые,
примите мой пазостен, а взамен дайте денег, золотом наградите, карманы деньгами набейте, осыпьте серебром, озолотите мой дом. Заклято. Вам нужно читать 12 раз, я читаю 3 раза. Пернатые, клювастые. Примите мой пазостен. А взамен дайте денег. Золотом наградите. Карманы деньгами набейте. Осыпьте серебром. Озолотите мой дом. Заклято. Те, кто живет в городе, могут вполне отнести и покормить в парке птиц. И голубей, и кого хотите. Можете на балконе поставить, и птицы сами придут, поклюют. Но желательно подальше от дома, чтобы вы не видели этот хлеб постоянно, а начитали и ушли. Удачи всем и много денег. Они нам не помешают. А я пошла дальше снимать. У меня сегодня много работ, которые нужно вам передать.